This morning I want to talk about something that Father, forgive me, we're recording. we are. Maybe we can start again because I could. Forgive me. This morning I want to talk about Сегодня утром я хотел поговорить something that's intrinsic to man, essential to о man. том, что является неотъемлемой частью человека. And without И being без able to define and interpret this определения constant pull within man этого постоянного притяжения в человеке, to reach his fullness, to make sense out of himself, постоянного стремления достичь полноты и найти смысл в самом себе, then man will drift and destroy himself. человек уйдет в сторону и погубит себя. When we are longing, desiring for something, Когда мы чего-то желаем и хотим, if we do not find the source of our desire, если мы не находим объекты нашего желания, we will then supply it with something other than what it desires. мы найдем нечто иное, чем то, чего мы желаем. We see that in our human behavior. It's called addiction. Мы видим это в нашем человеческом поведении, это называется зависимость. When we fixate Когда мы находим точку зависимости on something that holds us and keeps us occupied, что-то, что все время приковывает наше внимание и нас занимает, because we don't have a real connection to anything. потому что у нас нет реальной связи ни с чем. Addiction Зависимость is a sign of enormous loneliness. – это знак огромного одиночества. Addiction Зависимость is a sign that man is not connected to who he is. – это знак того, что у человека нет связи с тем, чем он является. You are not an alcoholic. Вы не алкоголик, You are not a drug addict. вы не наркоман, You're not a pornography addict. вы не страдаете от порнографии, You're not a computer addict. вы не привыкли к компьютерам, You're not obsessed with sports, money, work, вы не одержимы спортом, деньгами, работой, all kinds of activities that are devoid of relationship. всякого рода деятельностью, которая лишена отношений. That is not a sign that you are living, that is a sign that you are dying. Это не знак того, что вы живете, это знак того, что вы умираете. People who are obsessed on how they look, Люди одержимы тем, как они выглядят, своей внешностью, instead of being concerned on who they are вместо того, чтобы подумать о том, кто они такие. are people who are lost, Это люди потерянные, people who are lonely, люди одинокие, people who are disconnected, люди отключенные от всего остального. people who are ultimately dying, not living. И в конечном итоге это люди умирающие, не живущие. So what does this do to us as men? И что же с нами, какое же действие этого на нас, как на людей? How do we get out of this spiral that keeps us from making our life real? Как из этой спирали выбраться, которая мешает нам сделать нашу жизнь реальной? God heard the cry of lost man. Господь услышал зов или плач потерянного человека. We were looking for who we are and who God is. Мы искали того, кто мы есть, и искали ответы на то, кто есть Бог. But we did not have the ability to see. Но у нас не было способности зрения. What we were looking for was unable to be seen with our eyes. То, чего мы искали, невозможно было увидеть нашими глазами. And therefore we mistook things we could see as being what we were really looking for. И поэтому мы приняли то, что мы видели, за то, что мы искали. God is a mystery. Господь — это тайна. That doesn't mean he can't be Не значит, что он не может realized, быть, that we can't have relationship with что с him. ним не может быть отношений у нас, и что он не может быть предстать перед нами как реальность. It means that he is hidden Это значит, тайна значит то, что он от нас спрятан, to the скрыт, normal means of seeing.
скрыт от обычных средств зрения. God cannot be seen with the human eye. Господа невозможно человеческими глазами узреть. God cannot be understood with the human mind. И невозможно его человеческим умом понять. God cannot be known И не может быть он познан, by man's efforts alone. полагаясь на только человеческие усилия. God is a mystery that must be revealed. Господь — это тайна, которая должна быть открыта. The greatest form of relationship Самая великая форма взаимоотношений is not the physical. — это не физические отношения. That isn't the true essence of Это relationship. не является основой и сущностью отношений. Relationship in its greatest function В своем наивеличайшем проявлении отношения is revelation of self to other. это открытие самого себя другим. We cannot know God except what He shows us. Мы не можем знать ничего о Боге, кроме того, что Он нам сам о себе открывает. God has to open Himself to us. Господь должен открыть самого себя нам. It is not something we do, it is something He does. Это не есть нечто, что совершаем мы, это есть нечто, что совершает Он. And the ultimate И конечное, revelation of the mystery of God, крайнее откровение тайны Божией showing us truly who God is, и явление нам того, кто есть поистине Бог, showing us the way to God, how to get there, и откровение о том, каков путь к Богу, как туда добраться, is the Christ, это Христос, the anointed one, помазанник, the one that was selected by God to reveal Himself to man. избранный Богом, чтобы открыться людям. St. Paul, Святой апостол Павел, the apostle of mission, апостол миссии, миссионер, the one who, right after the resurrection, тот, который после воскресения spent his life struggling to reveal to man the mystery of Christ. жизнь свою посвятил тому, чтобы открыть людям эту тайну о Христе. And St. Paul, И апостол by Павел his life своей жизнью and his writings, и своими писаниями tells us говорит нам, that Christ is all there is. что Христос — это все, что есть. Ничего, кроме Христа, нет. You know that in one of the ending exclamations of our services, Вы знаете, как в одном из возгласов, окончательных возгласов в наших службах, where the priest says, "He who is, когда священник говорит «Иже сый», is." сый, Бог в смысле. So it's he who is. That's it. It's all there is. Сущий сы, Бог — это тот, кто есть. God is all there is. Господь — это все, что есть. And that doesn't mean it's lacking anything. That means it is everything. И это не значит, что он в чем-либо недостаточен, ему чего-то не хватает. Он значит, что это значит, что он это все. God created us Господь нас создал for Him. для самого себя. We were created to have union with the Creator. Мы созданы для того, чтобы быть в единении с Творцом. So often, И так часто we hear in our society, in our life, мы слышим и в обществе, и в нашей жизни, we talk to a little child and we say, "What do you want to be when you grow up?" как ребенка спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. We ask kids in school, "What are you going to do? What are you going to major in? What are you going to do with your life? What are you going to Людей, study?" поступающих в учебное заведение, какой у тебя будет профиль, чем ты будешь заниматься, чему ты посвятишь свою жизнь свою. None of that Ничто из этого is important не важно. because it Потому isn't что what we do, это не то, что мы делаем, it's who we are. а кто мы делаем. And who we are is Кто мы not есть. what we create. А то,
кем мы являемся, это не нечто, что мы создаем сами. Who we are is what God created. Мы являемся тем, чем нас создал Бог. We are His. Мы Его принадлежим. Our life is not our life. И наша жизнь не наша жизнь. Our life is His life. Наша жизнь это Его жизнь. If one of us Если один из нас went out and was looking for a job, отправился на поиски работы, and we interviewed for the president of a bank, и нас бы интервьюировали на позицию президента банка, and they accepted your qualifications, и все ваши квалификации бы были приняты, and they made you president of the bank и with the сделали power бы of вас, signature, и сделали бы вас президентом банка с правом подписывать документы директорской подписью. that doesn't mean Это не значит, that the money is yours. что деньги принадлежат вам. It doesn't mean you can do whatever you want Не значит, что вы можете делать, что вам with all the money. что вы хотите с You have to деньгами. use that money Вам нужно эти средства for what it использовать was there for. для того, для чего они туда вложены. It is given to you to create something, not to take it for yourself. Они даны вам для того, чтобы нечто создать, и не для того, чтобы все забрать себе. You're given the job to handle the money, to make the money go back to the one that put it there. Вам дана работа, чтобы деньги возвратились к вкладчикам с прибылью. When we are given our life, Когда нам дается наша жизнь, all the gifts and talents God gives us, все дары и таланты, которые нам Господь дарует, they're not for us to squander and spend. они не наши, и чтобы их тратить и попусту транжирить. That life, those gifts are meant for us to give back to the one who gave them to us. Они даны для того, чтобы дать их обратно тому, кто нам их даровал. We run around in this world trying to be satisfied. Мы по миру мечемся, ища удовлетворения. Sometimes we walk around and someone will say to you, "What are you doing? You just seem to be walking around in circles." Иногда люди просто ходят и задается вопрос, что ты делаешь? Кажется, что ты просто ходишь кругами. And they'll say, "I'm looking for something to do. I'm bored." И ответ: мне скучно, я ищу, чем бы мне заняться. Because the connection to who you are is not there. Потому что связи с тем, кем ты поистине являешься, нет. You're not looking for relationship, you're looking for satisfaction. Ты не ищешь отношений, ты ищешь удовлетворения. Christ Христос came and took on flesh. Пришел и воплотился, принял в себя плоть. He was man Он был so that человеком, man could understand his relationship to God. чтобы человек понял его, Христово, отношение с Богом. Jesus Christ revealed God to us. И Иисус Христос открыл Бога нам. The mystery, who is God, И тайна, каково является Бог, is also Jesus Christ, who is God, and the mystery in the flesh. и это и сам Иисус Христос, который также Бог, и тайна воплощенная во плоти. In the letter to the Philippians, St. Paul says, В послании к филиппийцам святой апостол говорит: "For me to live is Christ." That's what he says. жизнь для меня это Христос, говорит That's святой life. апостол Павел. Это жизнь. There is no other life. Другой жизни не существует. Once he got that, once he understood it wasn't about teachings, С тех раз он понял, когда он уже разумел, что дело не в учениях, а в том, что жизнь это Христос, teachings were necessary to explain учения были необходимы, чтобы объяснить, that it was all about Christ. что в центре всего Христос. Because Christ was all about God. Потому что весь смысл Христа был в Боге. We were left after the death and resurrection of Christ Мы после смерти и воскресения Христова a full revelation of who God is. нам было дано, оставлено полное откровение о том, кто есть Бог. And we were shown И нам было показано the way, путь, the life, жизнь and the truth, и истина. and how to get there. И путь, как туда добраться. It says in the scriptures, the mystery Писание говорит: that was hidden from before the от ages. века сокровенное таинство. That's God.
Это Бог. The mystery. Таинство. Christ. Христос. The mystery. Таинство. The mystical body of the church. Таинственное тело церкви. The mystery. Таинство. The Holy Eucharist. Святая Евхаристия. The mystery. Таинство. Revealed from before Открытое the ages от and века, hidden от to all века, of us. от века откровенное, а человек сокрытое. Only Только with the gift of faith даром веры can you understand, можно понять, can you see the mystery. можно узреть это To those таинство. without faith, the mystery is still hidden. А для тех, у кого веры нет, от них это таинство закрыто, скрыто. Once St. Paul understood this, Когда уже святой апостол Павел понял это, once he осознал это, realized he was chosen by Christ когда он осознал, что он избран Христом, to show the mystery to the world, чтобы явить миру это тайну, это таинство, then he realized that to every single person he came, тогда он явил это и реализовал перед каждым отдельным человеком, к которому он приходил. he was called to make known the mystery. Он был призван, чтобы явить и дать миру понятие о таинстве. In showing the world Christ, В явлении собой Христа, миру Христа, St. Paul made it possible for the world to know God. святой апостол Павел сделал возможным для мира, чтобы мир знал Бога. The mystery that was hidden before all ages От века сокровенное таинство. is now made known in Christ Jesus. Теперь оно знаемо во Христе Иисусе. It's hard to grasp, Это трудно понять. but yet Тем не менее, for those who seek, для тех, кто ищет, for those who want to know what it's all about, для тех, кто хочет знать, в чем же весь смысл, the mystery is the only thing that makes sense. единственное, что имеет какой-либо смысл, это вот таинство. Because it's beyond understanding, Потому что оно вне понимания, it's only possible in experiencing. оно только возможно в опыте, опытном познании. The fullness of grace of God was given to Jesus Christ, Полнота благодати Божией была дана Иисусу Христу, so that in finding Jesus Christ and following Him, так что в нахождении Иисуса Христа и в следовании за Ним we experience everything. мы получаем опыт всего. So there is no life without Christ. Так что вне Христа жизни нету. So when you come to that conclusion, Когда вы приходите к этому заключению, can anyone in this world find God without Christ? может ли кто-либо в этом мире найти жизнь без Христа, вне Христа? No. Нет, невозможно. That doesn't mean to say Это не значит, that there are not people struggling что in this world нет людей в этом мире в борениях, to find the truth. в борениях за истину, чтобы найти истину. But they can't make the rules. Но они не могут установить правила. God is not made in man's image. Господь не создан по образу человека. It is God who reveals himself to man, Господь открывается человеку, not man who defines God as who he is. но человек не определяет Бога, кто Он есть. Man can experience the divine energies, Человек может получить опыт божественных энергий, but he cannot know God without Christ. но он не может знать Бога без Христа.